В распределенных системах прямая публикация сообщений в удаленный RabbitMQ кластер связана с рядом рисков. Нестабильная сеть или перегруженный кластер могут приводить к задержкам при попытке установить соединение, что послужит причиной падения производительности приложения или тайм-ауту соединения. Даже если соединение будет успешно установлено, возможны потери пакетов или задержки подтверждения публикации, что приведет к тем же последствиям. При сетевых морганиях или рестартах подов приложение может спровоцировать лавинообразное количество попыток переподключения. Это создает избыточную нагрузку на процессор и память как приложения, так и самого брокера. Инцидент на стороне кластера может привести к исключениям и потере данных, если механизмы повторов в коде реализованы некорректно или переполняют память процесса. Все это ведет к общему падению производительности приложения или кластера, а также риску потери данных. Решением является легковесный инстанс RabbitMQ в качестве сайдкар в том же поде или на том же узле. Приложение публикует сообщения в локальный инстанс RabbitMQ с минимальной задержкой. Локальная очередь накапливает сообщения. На стороне локального RabbitMQ ответственность за доставку сообщений берет на себя плагин Showell. Он держит одно соединение и гарантирует переподключение в случае разрыва. Плагин запускает воркер, который подписывается на локальную очередь. Воркер собирает сообщения из локальной очереди и пересылает их в удаленный кластер. Углубимся в последовательность обработки сообщения локальным RabbitMQ. Для приложения все происходит без задержек. Оно публикует сообщение в локальный RabbitMQ, получает подтверждение, после этого приложение может продолжить работу. На стороне локального RabbitMQ воркер, запущенный Showell плагином, осуществляет получение сообщения из локальной очереди и доставку его в удаленный кластер. Когда получено подтверждение от кластера, сообщение будет удалено из локальной очереди. Тем временем приложение свободно для выполнения других задач. Внедрение локального буфера — это испытание для DevOps и инфраструктуры в целом. Решение о внедрении локального буфера должно иметь объективные причины. Вот некоторые из них. Приложение состоит из нескольких десятков инстансов, которые публикуют множество сообщений в один RabbitMQ. Приложение публикует сообщения в RabbitMQ кластер. В этом случае часто локальный буфер нужен, чтобы защитить приложение от задержек, которые может спровоцировать кворум очередей или перевыбор мастер-узла в случае, если соединения идут на один узел. Нестабильная сеть. Критическое влияние на состояние бэкэнда потери связи с RabbitMQ. При внедрении локального буфера важно учитывать следующее. Мониторинг. Важно отслеживать следующие метрики. Количество подтвержденных сообщений, количество опубликованных сообщений, количество неподтвержденных сообщений, индекс эффективности консюмера, общее количество сообщений, статус плагина Showell, количество сообщений, готовых к обработке. Важно настроить алерты на рост потребления ресурсов, таких как процессор и память. Ограничьте потребление ресурсов. Установите ограничения для процессора и памяти. Задайте максимально допустимый размер очереди в байтах. Важно указать очереди, как поступать с сообщениями в случае превышения лимита памяти. Это можно сделать с помощью параметра Overflow. Существует две стратегии. Drop Head – сбрасывать голову очереди. В этом случае приложение не будет знать о том, что часть сообщений удаляется. Reject Publish – запретить публикацию. В этом случае приложение будет получать ошибки. Ограничьте потребление диска, чтобы приложению и операционной системе оставалось место для стабильной работы. Настройте отказоустойчивость. Создавайте только устойчивые очереди, которые записывают сообщения на диск. Настройте Worker Showell с режимом подтверждения OnConfirm. Реализуйте корректное завершение RabbitMQ, чтобы дать возможность накопившимся сообщениям уйти. Сделайте вашу систему устойчивой. Спасибо за просмотр.